Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять очень красивый оригинальный жилет, размер которого 42-46. Выполним его из фантазийной пряжи, которая украшена бусинками и декоративными листиками. Саму работу разделим на несколько частей: спинку, перед и сборку. Начнем работу с полотна спинки. После выполнения рядов резинки перейдем на вывязывание основного полотна и научимся вязать красивый объемный 3D узор, который получается за счет чередования лицевых и изнаночных петель. Свяжем ровно до выреза горловины. Полотно переда выполним аналогично спинке, но с более глубоким вырезом горловины. По окончании мы выполним обвязку выреза горловины и проймы. В работе мы будем использовать полушерстяную пряжу, которая уже украшена бусинами и вот такими декоративными листочками. В нашем случае это уже готовая пряжа, но по желанию вы сможете украсить свою используемую пряжу любыми бусинками на ваш выбор. Также нам понадобится 2 пары спиц разного размера, сантиметровая лента, ножницы и иголочка для сборки. Для выполнения полотна спинки на спицы меньшего размера я набрала 86 петель и провязала резинкой 2 на 2 ровно 19 рядов. Как выполнить ряды такой резинки, под видео будет ссылочка на урок, в котором вы можете научиться вязать такую резинку. И теперь в изнаночном 20 ряду нам необходимо равномерно прибавить 12 петель. И мы будем вязать следующим образом. Кромочную снимаем, далее 7 петель по узору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И затем скручиваем рабочую ниточку вот таким образом и получившуюся петлю набрасываем на правую спицу. Я прибавила 1 петлю. И дальше мы будем чередовать 7 петель по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем методом кручения я добавляю следующую петелечку. И продолжаем. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова методом кручения скручиваем рабочую ниточку и получившуюся петлю мы набрасываем на правую спицу. И так я продолжу вязать до конца ряда, и всего добавить нужно 12 петель. Мы добавили 12 петель. Сейчас на спицах у нас 98 петель, и мы приступаем к выполнению первого ряда нашего основного узора, а также к распределению петель для этого узора. И будем выполнять так. Кромочную петлю мы снимаем. Дальше 1 изнаночная, затем 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1 изнаночная. Затем 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Мы провязали 16 петель. Это раппорт в ширину нашего основного узора. Всего таких раппортов будет 6, и дальше мы повторяем. 1 изнаночная, затем 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые.
Мы провязали петли второго раппорта. Ну, давайте повторим. Третий раппорт: 1 изнаночная, 8 лицевых, и 1 изнаночная. Затем 2 лицевые, 2 изнаночные и снова 2 лицевые. Мы с вами провязали 3 раппорта в ширину, оставшиеся 3 провязываем точно так же. Я заканчиваю распределение петель. Обращаю ваше внимание на то, что этот ряд я начала уже спицами большего размера, и сейчас нам остается провязать оставшиеся 16 петель, это петли последнего раппорта, и выполняем как и ранее: 1 изнаночная, затем 8 лицевых, 1 изнаночная, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей. Спицы меньшего размера мы откладываем и продолжим работу, уже вывязывая основное полотно спицами большего размера. Мы провязали первый ряд узора, выполнили распределение петель. Я повторю, что раппорт в ширину 16 петель, всего у нас 6 раппортов. Работу переворачиваем, и во втором ряду мы будем вязать, как смотрят петли. То есть кромочную мы снимаем, над изнаночными петлями мы будем выполнять изнаночные, а над лицевыми лицевые. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Так провяжем до конца ряда. Я довязала изнаночный второй ряд до конца, и мы приступаем к выполнению третьего ряда узора. Кромочную петлю мы снимаем и провязываем 10 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 изнаночных, затем 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Мы провязали 16 петель, это первый раппорт в ширину. Дальше мы повторяем: 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 изнаночных, затем 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Провязали петли второго раппорта. Ну и повторим еще раз. Провязываем 10 изнаночных, затем 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Мы с вами провязали 3 раппорта в ширину, оставшиеся 3 мы провяжем точно так же, а 4-й изнаночный ряд провяжем, как смотрят петли. Мы провязали 4 ряда узора и приступаем к выполнению 5-го ряда. Кромочную петлю снимаем. Дальше 1 изнаночная, затем 8 лицевых, 1 изнаночная, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязали петли первого раппорта. Ну и теперь мы повторяем: 1 изнаночная петля, затем 8 лицевых,
1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Мы провязали 2 раппорта в ширину, оставшиеся 4 провязываем точно так же, а 6 изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петли. Я провязала 5 ряд до конца, 6 изнаночный, как смотрят петли, и сейчас приступаем к выполнению 7 ряда. Кромочную мы снимаем, провязываем 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Мы провязали петли первого раппорта. Дальше мы повторяем 10 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Точно так же провязали петли второго раппорта. Так мы вяжем до конца ряда, а 8 изнаночный, как смотрят петли. Мы провязали 8 рядов нашего узора. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сами листики и бусины, вот как у меня на пряже расположены, так они в хаотичном порядке и располагаются в полотне. Если же вы будете украшать свое полотно, то бусины и листочки, если такие будут, вы расположите уже на ваше усмотрение. Сейчас мы приступим к выполнению 9 ряда. Кромочную петлю мы снимаем, далее 1 изнаночная, затем 8 лицевых, 1 изнаночная, далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязали петли первого раппорта. Ну и теперь мы повторяем 1 изнаночная, затем 8 лицевых, 1 изнаночная, затем 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Первых 2 раппорта мы провязали, оставшиеся провязываем точно так же до конца ряда. Я довязываю петли последнего раппорта 9 ряда нашего узора. Остается провязать 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочной изнаночной петлей. Работу переворачиваем, и 10 изнаночный ряд мы будем вязать не как предыдущие, как смотрят петли, а в 10 ряду мы провяжем все петли изнаночными. Сейчас кромочную снимаю и провязываю ряд изнаночных петель. Так мы выполним до конца ряда. Мы провязали 10 изнаночный ряд, в котором все петли изнаночные, и приступаем к выполнению 11 ряда. Кромочную петлю мы снимаем и вяжем так: 1 лицевая, затем 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые, затем 1 изнаночная и 7 лицевых петель. Мы провязали 16 петель первого раппорта.
Дальше мы будем повторять. 1 лицевая петля, 1 изнаночная, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и 7 лицевых. Провязали петли второго раппорта. И давайте повторим еще раз. 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и далее 7 лицевых. Мы провязываем с вами 11 ряд узора. Я провязала в ширину 3 раппорта. Оставшиеся 3 выполняем точно так же. 12 изнаночный ряд, как смотрят петли. Приступаем к выполнению 13 ряда. Кромочную петлю мы снимаем. Далее 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Затем провязываем 8 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И мы провязали раппорт в ширину. Дальше мы будем повторять. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, затем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 раппорта мы провязали, оставшиеся 4 выполняем точно так же. 14 ряд, как смотрят петли. Мы приступаем к выполнению 15 ряда. Кромочную петлю снимаем. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная. Затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Затем 1 изнаночная и 7 лицевых. Мы провязали первый раппорт и повторяем. 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и 7 лицевых. Провязали петли второго раппорта. Так мы вяжем до конца ряда, а 16 изнаночный ряд, как смотрят петли. Мы приступаем с вами к выполнению 17 ряда. Кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые, снова 2 изнаночные, 2 лицевые, затем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы провязали раппорт в ширину. Дальше мы будем повторять. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 8 изнаночных. Мы провязали петли второго раппорта. Оставшееся полотно мы выполним точно так же,
А 18 изнаночный ряд провяжем, как смотрят петли. Мы приступаем к выполнению 19 ряда. Кромочную петлю мы снимаем, далее провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы провязали раппорт в ширину. Далее мы повторяем 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 раппорта в ширину мы выполнили. Оставшиеся мы вяжем точно так же до конца ряда. Я заканчиваю выполнение 19 ряда. Мне остается в последнем раппорте провязать 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочной изнаночной петлей. 19 рядов мы провязали. Работу переворачиваем, и в 20 ряду мы будем вязать все петли изнаночные, как мы провязывали в 10 ряду. Кромочную мы снимаем и выполняем ряд изнаночных петель. Провязываем до конца ряда. Мы с вами провязали 20 рядов. Это раппорт в высоту нашего основного узора. То есть 21 ряд вяжется как первый, 22 как второй и так далее. Узор повторяется с 1 по 20 ряд. Сам узор достаточно простой, но очень интересно смотрится в полотне. Итак, мы продолжим вязать до выреза горловины. Вот так сейчас выглядит наше полотно. Очень красиво и оригинально оно смотрится. От наборного края я провязала ровно 55 сантиметров. И на этой высоте мы приступим к выполнению выреза горловины. Сам вырез горловины мы с вами будем выполнять укороченными рядами. И вот сейчас я обозначила центральных 34 петли. И давайте рассмотрим по расчету, что мы будем вязать. Всего для каждого плечевого скоса у нас должно будет остаться по 30 петель. И, соответственно, мы с вами убавим дважды по одной петле с каждой стороны полотна. И провяжем укороченный ряд в 32 петли, в 31 и в 30 петель. Посмотрим, как это выполнить. Центральные 34 петли полотна я обозначила маркером. Это петли горловинки. И вот мы провязали уже до первого маркера. То есть я выполнила первый укороченный ряд из 32 петель. Сейчас маркер убираю. И перед тем, как перевернуть работу на изнаночную сторону, мы выполняем так. Переносим рабочую ниточку перед работой. Затем захватываем первую петелечку с левой спицы. Получается, обвиваем ее ниточкой и возвращаем назад. То есть вот таким образом. И только после этого работу переворачиваем. Это даст нам возможность избежать дырочек при выполнении укороченных рядов. Дальше я провязываю мне в изнаночном ряду, как смотрят петли, до конца ряда. И затем свяжу следующий укороченный лицевой ряд. Я провязала следующий укороченный ряд. Он короче на одну петлю, то есть 31 петля. Давайте просчитаем.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 петля. И перед тем, как перевернуть работу на изнаночную сторону, следующую петелечку полотна мы также должны обвить. По рисунку она у нас лицевая, поэтому захватываем ее так. Сейчас я ниточку уберу, чтобы было хорошо видно. Захватываю заднюю долечку петли, вот так. Прокладываю нашу рабочую ниточку и в таком же положении петелечку возвращаю. То есть обвитие мы сделали и работу переворачиваем. Ну, тут дальше просто мы вяжем по рисунку, как смотрят петли. Довязываем изнаночный ряд до конца и провязываем следующий лицевой ряд из 30 петель. Продолжаем работу. Сейчас я выполнила ряд из 30 петель. Давайте просчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть 30 петель я выполнила. И теперь по рисунку у нас изнаночная петля. Делаем обвитие. Снимаем эту петелечку так, как она лежит в полотне. Прокладываем саму ниточку и точно так же петелечку возвращаем. Работу переворачиваем и вяжем до конца наш ряд из 30 петель. То есть это то количество петель, которое мы оставляем для плечевых скосов. Выполняем до конца ряда. Сейчас я провязала 30 петель плечевого скоса. Убавление с этой стороны полотна мы сделали дважды по одной петле, провязали 2 укороченных ряда в 31 и в 30 петель. И теперь мы перейдем на выполнение уже левого плечевого скоса. Как ранее говорила, все выполняется без отрыва нити, и мы продолжаем вязать все петли, которые есть на спицах. То есть 30 петель для плечевого скоса. Давайте отметим эти петли маркером. И дальше у нас петли с обвитием. Вот первая петелечка у нас изнаночная. Мы ее и будем провязывать изнаночной. Для этого мы подхватываем ту ниточку, которой обвивали, приподнимаем вот так и набрасываем на левую спицу. И эти 2 петелечки провязываем вместе изнаночной. То есть получится у нас никаких дырочек между петлями не будет. Следующая петелечка у нас лицевая, поэтому ниточку обвития захватываем вот таким образом и затем заводим спицу под саму петелечку. Давайте еще раз покажу. Вот та ниточка, которая обвивает нашу петлю, и саму петелечку мы захватываем за переднюю долечку и провязываем лицевой петлей. Провязали. Следующая у нас была также изнаночная, рабочая ниточка перед работой. Захватываем саму ниточку обвития и набрасываем эту ниточку на левую спицу. И получается, эти 2 петелечки мы провяжем вместе изнаночной петлей. Вот то, что у нас получается. Дальше мы должны будем провязать до конца ряда полностью все петли, а в изнаночном ряду довязать до маркера. Я довязала лицевой ряд до конца, и сейчас со стороны изнаночного ряда провязала 32 петли. Просчитаем: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 петли. То есть это первый ряд до маркера. Сейчас маркер убираем и будем выполнять точно так же, как с противоположной стороны. По рисунку у меня петля изнаночная, рабочая ниточка перед работой. Снимаю петлю так, как она лежит в полотне, подхватывая переднюю стеночку петли, прокладываю, обвиваю рабочей ниточкой и возвращаю. И переворачиваю на лицевую сторону. То есть все наши убавления мы будем делать с изнаночной стороны полотна. Дальше я провязываю согласно нашего узора
без изменения. И следующий изнаночный ряд будет короче на 1 петлю. Я провязала лицевой ряд и теперь 31 петлю со стороны изнаночного ряда. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это 30 петель и вот 31 петля. И мы опять-таки должны обвить ту петелечку, которая у нас остается на левой спице. Она лицевая. Значит, когда лицевая петелечка в полотне, то мы захватываем за заднюю стеночку петли вот таким образом. Рабочую ниточку сейчас переносим перед работой. Затем захватываем петелечку, меняем положение долек в петле, обвиваем саму петелечку и в таком же положении ее возвращаем. Все, обвитие мы выполнили, работу переворачиваем. И снова я провязываю ряд согласно моему узору. Вы вяжете тем узором, который у вас есть. И следующий изнаночный ряд снова на 1 петлю короче. Я довязала лицевой ряд до конца. И теперь со стороны изнаночного ряда провязала 30 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 петель. И теперь следующая петелечка полотна изнаночная. И перед поворотом полотна на лицевую сторону мы должны ее обвить. Поднимаем ее, переносим за переднюю долечку петли, точно так же, как она лежит в полотне. Делаем обвитие и возвращаем. Все, работу мы переворачиваем. У нас уже осталось для левого плечевого скоса 30 петель. Сейчас довяжем лицевой ряд до конца и посмотрим, что получилось. Мы закончили выполнение укороченных рядов и сделали убавление с обеих сторон полотна. Вот маркерами обозначены по 30 петель для плечевых скосов, а по центру вырез горловины. Зачастую открытые петли остаются для того, чтобы потом выполнить обвязку. И здесь два варианта, как закончить работу над полотном. Можно сейчас провязать полностью изнаночный ряд и затем закрыть петли плечевых скосов в лицевом ряду, оставив открытыми петли горловины. А можно уже в изнаночном ряду закрывать петли плечевых скосов. Посмотрим, как это выполнить. Я буду закрывать петли плечевых скосов в изнаночном ряду и провязывать петли изнаночными. Кромочную я снимаю, рабочую ниточку переношу и затем закрываю петли, провязывая изнаночными. Так я закрою 30 петель до первого маркера. Я заканчиваю закрытие петель. И остается мне закрыть перед маркером еще одну петлю. Провязываю ее изнаночной. И маркер мы снимаем. И далее мы должны провязать петли горловинки до второго маркера. При этом начальные петли — это петли укороченных рядов. И вот очень внимательно у нас первая петелечка была изнаночная, мы ее обвивали, и само обвитие, ниточку обвития мы поднимаем, переносим на левую спицу, и эту петелечку вместе с изнаночной петлей полотна провязываем вместе изнаночной. Провязали. Следующая петелечка у нас лицевая. Захватываем за переднюю стеночку петлю обвития и саму петлю, которая на спице. Давайте еще раз. Вот петелечка обвития и затем за переднюю стеночку саму петлю на левой спице. И эти две петли провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку. Провязали. Снова изнаночная, поднимаем обвитие, петлю обвития, набрасываем на левую спицу и провязываем 2 вместе
изнаночной петлей. Посмотрим, как выглядят наши петелечки с лицевой стороны полотна. Нет ли там каких-либо дырочек. Ну, вот идеально ложится наше полотно. Дальше мы должны провязать, как смотрят петли. То есть мы провязываем в изнаночном ряду, как смотрят петли, до второго маркера. И уже закроем оставшиеся 30 петель для плечевого скоса. Я довязала до второго маркера, и у нас остается 30 петель, которые необходимо закрыть. Закрывать я их буду также провязывая изнаночными. Так мы провяжем до конца ряда, закрыв все оставшиеся петли. Я довязала до конца и закрыла оставшиеся петли правого плечевого скоса. Работу над полотном мы закончили, вырез горловины готов. Открытые петли мы потом будем использовать для обвязки выреза горловины.